Почему в Америке так опасаются русской мафии? Что такого безумного успели натворить русские в 90-е? И как сейчас обстоят дела на Брайтон-Бич? Я расскажу вам про путь становления русской мафии, про самых опасных авторитетов и дело невест, которое взбудоражило весь мир своей хитростью. А в конце расскажу, какое место в криминале занимают русские сейчас. И давайте начну по порядку. В середине 20 века, когда Советский Союз открыл свои границы для еврейской эмиграции, Нью-Йорк стал местом зарождения чего-то совершенно нового и беспрецедентного во всем мире – русской мафии. Среди множества ищущих лучшей жизни был Евсей Агрон, ленинградец с трудным прошлым и уж точно не с незапятнанной репутацией. Его прежняя деятельность на родине охватывала спектр преступлений от краж до финансовых махинаций, что обеспечило ему некий статус в криминальных кругах еще до переезда в США. Эта волна эмиграции привела многих в Нью-Йорк прежде всего из-за отсутствия визового сбора, что сделало этот город желанным местом для нового начала. Особенно популярным стал Южный Бруклин и, в частности, Брайтон-Бич, быстро получивший прозвище «Маленькая Одесса» из-за большого числа иммигрантов из СССР. Именно там Агрон нашел плодородную почву для создания преступной империи, привлекая к себе однополчан из числа бывших советских заключенных, так же, как и он, стремившихся начать жизнь с чистого листа, но вне закона. Агрону удалось быстро выстроить иерархию страха и уважения, что сделало его и его подельников поистине неуловимыми для правоохранительных органов. Банда, по оценкам ФБР, насчитывавшая около 500 членов, занималась не только рэкетом местных бизнесменов, но и организацией грабежей, мошенничеством, выполнением заказных убийств и даже сутенерством. Эффективность их операций была настолько высока, что даже опытные члены итальянской мафии Коза Ностра были впечатлены их безжалостностью. Однако наиболее запоминающимся и показательным примером их жестокости стало дело женщины, решившей свидетельствовать против одного из членов группировки. Ее и ее ребенка убили с особой жестокостью, расчленив на части, что послужило жутким напоминанием всем, кто мог бы подумать о сотрудничестве с полицией или ФБР. К концу 80-х русская мафия уже не просто утвердилась в Нью-Йорке, но и начала сотрудничество с одной из итало-американских мафиозных семей – кланом Коломбо. Они совместно разработали сложные схемы налоговых махинаций, в частности, связанные с оптовой торговлей бензином. Но аппетиты растут, а конкуренция и зависть только усиливались. Парни проворачивали темные схемы с перепродажей бензина и нефти. Причем цифры там были астрономические – сотни миллионов долларов. Кстати, автором этой схемы стал советник Агрона Давид Богатин, офицер в отставке. Долгое время ему даже удавалось укрывать от босса масштабную схему махинаций, приносящую колоссальные доходы. Однако, когда правда вскрылась, Агрон, прозванный Евсеем Ленинградским, не смог остаться в стороне от столь выгодного дела. Но его попытка включиться в распределение прибыли вызвала волну покушений на его жизнь. В 1984 году Агрону чудом удалось выжить после нападения, в результате которого он получил серьезные ранения в шею и лицо. Но удача отвернулась от него в мае следующего года, когда киллер, поджидавший его у лифта, не оставил ему шансов на выживание, выпустив 2 пули прямо в голову. В этот решающий момент телохранитель Агрона, который должен был обеспечивать его безопасность, по непонятным причинам исчез, оставив своего начальника без защиты. Ситуация вокруг Богатина, архитектора большинства финансовых операций группировки, обострилась, когда он был вынужден бежать из США, столкнувшись с уголовным преследованием. Однако его прошлое настигло его в Польше, откуда он был экстрадирован обратно в Соединенные Штаты уже в 90-х годах. Интересный момент из жизни Богатина был вновь освещен американскими СМИ, когда выяснилось, что в 1984 году он приобрел 5 апартаментов в известном небоскребе Трамп Тауэр на сумму $6 миллионов. На тот момент это были просто невероятные деньги. В этой сделке лично участвовал будущий президент Дональд Трамп. Покупка дорогостоящей недвижимости часто служила для русской мафии способом легализации доходов.
После того, как Богатина объявили в розыск, власти арестовали его имущество в Трамп-Тауэр, подчеркивая тем самым серьезность намерений бороться с криминальным капиталом. Вы спросите меня, а кто пришел на его место? Марат Балагула, известный в криминальных кругах как грузин, взял на себя роль главы русской мафии в США после смерти Евсея Агрона. Его путь к власти был отмечен углублением связей с итальянскими мафиозными семьями, в частности, с семьей Лукчезе, что позволило ему расширить преступные операции, включая крайне прибыльную схему уклонения от налогов на топливо. Когда Владимир Резников, другой влиятельный гангстер из Брайтон-Бич, бросил вызов Балагуле, требуя у того огромную сумму денег и долю в бизнесе, это стало поворотным моментом. Инцидент в ночном клубе «Одесса», где Резников угрожал Балагуле оружием, закончился внезапным сердечным приступом у последнего и последующим убийством Резникова по распоряжению итальянских партнеров Балагулы. Однако Балагула не смог долго наслаждаться своим статусом короля русской мафии. Он оказался втянут в аферу с кредитными карточками, которая привлекла к нему внимание американских властей. Чтобы избежать ареста, он бежал в Южную Африку, а затем в Сьерра-Леоне, где занялся торговлей алмазами. В 1989 году его арестовали в Германии и экстрадировали в США, где его осудили по нескольким обвинениям. Освободившись в 2004-м, он обнаружил, что мир русской мафии кардинально изменился. Параллельно с Балагулой в начале 90-х в США активизировался Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик. Прибыв в Штаты, он быстро занял высокое положение в русской мафии, занимаясь различными видами преступной деятельности, включая нефтяной бизнес, игорный бизнес, торговлю драгоценностями и, возможно, наркотиками. Иваньков стремился противоречить его принципам. Его пребывание в США оказалось недолгим. После того, как ФБР получила информацию от президента инвестиционной компании о вымогательстве, Иваньков был арестован. Его обвинения включали вымогательство и заключение фиктивного брака. После отбытия наказания в 1997 году Иванькова депортировали в Россию, положив конец его американской главе. За последние 2 десятилетия на восточном побережье Соединенных Штатов действовали несколько группировок, которые американские власти относили к русской мафии. Среди них выделялась так называемая «бригада с Брайтон-Бич», возглавляемая неким Зиновием Бари, эмигрантом из Советского Союза. Начиная с простых краж-чеков из почтовых ящиков, группировка со временем перешла к более серьезным преступлениям, включая рэкет, торговлю экстази, вымогательство и прочие преступления, направленные против соотечественников-предпринимателей, обосновавшихся в Нью-Йорке. Методы бригады были жестоки. Так, в марте 2003 года подручные Бари совершили нападение на интернет-кафе Cyberplace, где жестоко избили одного из работников, ошибочно приняв его за владельца, который отказывался платить дань. Это нападение, зафиксированное камерами видеонаблюдения, стало поводом для того, чтобы американские правоохранительные органы усилили давление на преступную группировку. В результате были возбуждены уголовные дела против 8 членов банды, включая самого Бари. Кстати, до сих пор Брайтон-Бич считается весьма криминальным районом. Там частенько промышляют угонами автомобилей, и мне бы не хотелось, чтобы и вы столкнулись с этим и остались ни с чем. Ваш авто угнали или вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсацию на $21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылочка будет в описании. Но давайте расскажу, что было дальше. Не только Бари оказался в поле зрения властей. После отсидки Алексей Цветков, известный как Пельмень, вернулся к преступной деятельности, возглавив группировку в Бруклине. Обвинительное заключение 2016 года включало 26 пунктов, свидетельствующих о многочисленных преступлениях, от организации азартных игр до торговли наркотиками. Особо отмечался случай поджога здания конкурента, что чуть не привело к человеческим жертвам.
В итоге Цветков был приговорен к 16,5 годам тюрьмы, а его соучастник Леонид Гершман получил аналогичный срок. Но дальше становилось только хуже. Арест Раждена Шулаи, известного как Ражден Питерский, оказался значительным ударом по деятельности так называемой русской мафии на восточном побережье США. Прокуроры описывали его как ключевую фигуру в преступном мире этого региона, выдвигая Шулаю обвинения, подчеркивающие его роль в организации и руководстве широким спектром преступной деятельности. Интересно, что до его переезда в США о жизни Шулаи было известно немного. Его криминальный путь начался в Санкт-Петербурге, где он был связан с одним из известных воров в законе – Захарием Калашевым, более известным как Шакра Молодой. Получив титул вора в законе на Кипре в 2013 году, Шулая вскоре переехал в США, где организовал преступную группировку из более чем 30 человек, в основном грузин и русских. Ты знаешь, кто я? Нет. Я вор. Одним из наиболее выдающихся направлений деятельности группировки Шулаи стало мошенничество в сфере игорного бизнеса, включая успешный взлом игровых автоматов в казино, что позволяло участникам банды существенно увеличивать свои шансы на выигрыш. Хотя Шулая и не был известен прямым участием в убийствах, его методы не исключали применение насилия для достижения целей. Один из эпизодов, рассмотренных в суде, включал нападение на бильярдную, где находились члены конкурирующей армянской банды. Шулая лично участвовал в этом нападении, демонстрируя свою готовность к жестокости не только против соперников, но и в отношении своих подчиненных. В числе мускулов группировки был бывший чемпион по боксу Автандил Хуртидзе, получивший прозвище «Суицид» за свои боевые качества. Одним из самых необычных преступлений группировки стало похищение около 5 тонн шоколада, что подчеркивает разнообразие их криминальных интересов. Суд, рассмотревший дело Шулаи, приговорил его к 45 годам тюремного заключения и обязал выплатить более $2 миллионов штрафа, что стало значительным ударом по деятельности русской группировки. Отдельно хотел бы рассказать и про синдикат невест. Этот хитроумный план организованного преступного синдиката, который привлекал молодых женщин из России в качестве участниц фиктивного брачного мошенничества, раскрылся благодаря расследованию смерти одной из девушек. Схема была удивительно проста. Девушки, искушенные обещанием легких денег, отправлялись в США под видом невест, заключали фиктивные браки, а затем страховали свою жизнь на крупные суммы. Возвращаясь в Россию, они фальсифицировали свою смерть, обычно через фабрикованные ДТП, чтобы женихи могли получить страховые выплаты. Эта махинация не только обогащала участников аферы, но и наносила ущерб страховым компаниям, оставаясь при этом практически незаметной благодаря хорошо организованной подделке документов и созданию видимости законности всего процесса. Девушки, умиравшие в кавычках на родине, на самом деле начинали новую жизнь в других регионах России под новыми именами и с новыми документами. Весь план начал распадаться, когда следователи, исследуя дело одной из погибших невест, допросили ее близких и знакомых. Это привело их к открытию международного преступного синдиката с участием Кавказской ОПГ, которая и организовывала всю эту махинацию. Следствие также обнаружило могилы, в которых предположительно должны были покоиться умершие девушки. Однако эксгумация показала, что в гробах находились совершенно другие тела, что подтверждало предположение о существовании параллельной схемы работорговли. Ситуация с одной из участниц схемы, известной как Пронина, особенно драматична. Ее убийство в Москве, вызванное нарушением предыдущих договоренностей с другой преступной группировкой, стало свидетельством того, как опасны и непредсказуемы могут быть внутренние разборки. Сложное и масштабное расследование, которое вели следователи, раскрыло глубину и обширность преступной сети, простирающейся через 3 страны – Россию, Армению и Соединенные Штаты Америки. Оказалось, что махинации с фиктивными страховками жизни невест – лишь вершина айсберга преступной деятельности, уходящего корнями в гораздо более широкие сферы криминала.
Один из основных элементов схемы включал в себя мошенничество со страховками автомобилей. Преступники использовали так называемые машины-призраки, собранные из частей разных авто, чтобы имитировать участие в ДТП. Эти автомобили были подготовлены для создания двойников реальных машин с поддельными документами, что позволяло ворам претендовать на страховые выплаты за якобы разбитые в авариях машины. Экспертиза показала, что в действительности участвовавшие в ДТП автомобили были сколочены из разношерстных деталей и не имели ничего общего с настоящими застрахованными транспортными средствами. Кроме того, преступники выработали методику легализации доходов в России и избежания налоговых выплат в США, касающихся ресторанного бизнеса. Женщины вступали в фиктивные браки с членами преступной группы, затем разводились в России через суд, официально отсуживая часть имущества и бизнеса. Переехав в США, они подавали в суд на бывшего мужа, вновь, на этот раз отсуживая долю прибыли от бизнеса в качестве алиментов. Этот процесс позволял обналичить значительные суммы денег под видом судебных выплат. Однако афера начала рушиться, когда одна из участниц схемы отказалась делиться с преступниками полученными средствами. После успешного развода с одним из бедных американских бизнесменов и перевода ей прибыли, она сбежала в Финляндию, пытаясь шантажировать своих прежних сообщников и требуя увеличения своей доли. Ответом на ее требование стала попытка убийства, осуществленная наемной убийцей, которая, однако, не увенчалась успехом. Обмен информацией между финской и российской полицией привел к аресту 3 ключевых членов Кавказской ОПГ в Москве. Тем не менее, эти лица так и не дожили до суда. Один из них умер от туберкулеза, а 2 других были убиты в СИЗО в ходе спровоцированной драки. Но что происходит с русской мафией сейчас? Она действует под покровом тайны, стараясь избегать внимания общественности и властей, в то время как их лидеры и члены кланов внешне ведут себя как законопослушные граждане. Специалист по международной организованной преступности доктор Федерико Вареза из Оксфордского университета подчеркивает, что русские мафиозные группировки сейчас функционируют автономно, при этом имея общую казну, которой управляет совет из 12 человек. Эти собрания часто проходят в различных частях мира. Джеймс Финкенауэр, автор книги «Русская мафия в Америке», отмечает, что эти структуры не похожи на традиционные мафиозные семьи вроде Коза Ностры. Русская мафия организована скорее как сеть, включающая в себя людей из самых разных сфер жизни, что делает ее особенно эффективной и сложной для борьбы с ней. Члены русской мафии славятся своей дисциплинированностью и предпочитают использовать финансовые махинации вместо открытого насилия, что еще больше усложняет задачу правоохранительных органов по их идентификации и пресечению их деятельности. В США большую опасность, по мнению экспертов, представляют латиноамериканские и афроамериканские банды, такие как МС-13, которые насчитывают десятки тысяч членов и готовы к открытому насилию даже против полиции. Тем не менее, русские мафиозные группировки, так же как и итальянские, проявили себя как талантливые организаторы, способные брать под контроль прибыльные сферы бизнеса, что сопряжено не только с финансовыми потерями для экономики, но и с распространением коррупции внутри страны. Парадоксально, но, согласно прессе, бывший глава русской мафии в США, 70-летний Борис Найфельд, который был охранником Агрона, сегодня вынужден жить на скромное пособие в $700. Найфельд, потерявший все, включая время, семью и работу, выражает свою усталость от жизни в США и желание вернуться на родину, несмотря на отсутствие сожалений о своем преступном прошлом. Как можете понять, русские просто ушли в подполье и больше занимаются финансовыми схемами, стараясь избегать топорных преступлений. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал и спасибо вам за просмотр. Пока-пока.